95% людей не делают этого, и это ужасно. Важно не быть мудаком. А где найти работу, если везде требуют опыт работы? Они смотрят на вас как на инструмент. Всегда есть индус, который готов сделать то же самое, что и ты, но в 10 раз дешевле. 5-6 тысяч долларов. Всем привет, меня зовут Николай, и уже как 2,5 года я работаю SEO-специалистом в компании, которая разрабатывает мобильные игры. А в этом видео я хотел бы поделиться с вами своим личным опытом, как мне удалось стать SEO-специалистом, SEOшником с минимальным навыком. Также я дам вам некоторые практические советы, которые вы можете использовать для своей карьеры, какие навыки, инструменты вам понадобятся и сколько можно заработать в этой профессии. Давайте начинать. Итак, начнем с определения SEO. Что это такое и с чем вы едят? А вообще SEO — это сокращение от Search Engine Optimization. Оптимизация под поисковые системы, движки. Это одна из разновидностей маркетинга наравне с SMM, соцсетями, и PPC, прокрутка рекламы. Но чем оно отличается от всего вышеперечисленного, так это тем, что в отличие от SMM-щиков, мы, SEOшники, работаем в долгую, в long term. Грубо говоря, вы или ваши клиенты, компания, можете продвигать свой сайт и увидеть результаты через 6-7 месяцев работы. Но при этом всем эти результаты будут надолго. Написали классную, оптимизированную, полезную статью, она может приносить клиентов и через год, о чем рекламщики не могут даже и мечтать. Согласно исследованиям статиста, размер всего онлайн-бизнеса в интернете составляет 4 триллиона долларов. И эта цифра, она растет год из года там, на 10-12%. И пока растет онлайн-бизнес, логично, что будет расти и SEO. Мне нравится в этом контексте сравнение, что мы SEOшники как божьи коровки. Мало кто знает, но они избавляют огород от паразитов. И в этом плане можно представить, что весь интернет — это такой себе огород, а SEOшники избавляют его от паразитов тем, что мы классно оптимизируем сайты, там смотрим дизайн, оптимизация под разные платформы, мобилки, планшеты и тому подобное. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Поговорим, как именно я стал SEO-специалистом. Тут стоит отметить, что у меня никогда не было мечты стать SEOшником. В начале своей карьеры я работал в сфере продаж в компании Simalt. И стоит отметить, что мне повезло с компанией сразу по нескольким причинам. Первая из них заключается в том, что мы прошли базовый 2-недельный курс, что такое SEO, с чем его едят, чтобы понимать, что именно мы продаем. А вторая причина, она заключается в том, что нам выделили библиотеку книг и сказали, что мы можем читать все, что хотим. И первая моя книга, которую я прочитал, это была книга SEO Monster. Такая книженция на 800 плюс с чем-то страниц, довольно практическое руководство по продвижению сайтов, но читать ее, если вы не обросли какими-то базовыми знаниями в области SEO, я бы не рекомендовал. Но в любом случае ссылочку на эту книгу и на другие полезные материалы я буду оставлять в описании. Итак, вот после всех этих факторов, книжки, обучения, я понял, что я хотел бы развиваться в маркетинге. У меня не было таланта продавать, но я понял, что у меня есть какая-то предрасположенность к маркетингу. И вот я хотел бы с вами поделиться именно практическими шагами, которые я делал для того, чтобы стать SEO-специалистом, оформить их, так сказать, в виде каких-то советов. И именно эти советы мы сегодня и будем разбирать по порядку. Итак, первый совет — это используйте только бесплатные гайды и YouTube-туториалы. Вы на самом деле будете чертовски удивлены, сколько бесплатной информации и навыков можно получить своими силами, не проходя каких-то специальных платных курсов. В сфере SEO я хотел бы вам посоветовать начать с плейлиста Даваки. Внедрение в SEO за 30 дней. Там всего 30 видеороликов, вполне себе можно сесть, пересмотреть их за недельку,
там с бумажкой, с ручкой написать, что понятно, что непонятно, что надо запомнить, на чем акцентировать внимание. После этого можно, в принципе, закрепить это более практичными советами от школы SEO. YouTube-канал, плейлист так и называется. Школа SEO, основной курс. Все ссылочки, кстати, напомню, я оставляю в описании. На английском, если вы еще его не знаете, то стоит выучить. Тут хорошо бы подошла реклама онлайн-курсов. На инглише довольно доступно по маркетингу, можно прочитать в блоге Ahrefs. И, кстати, у них тоже там есть свои курсы, 14 уроков. Так там еще и вопросы будут вам задавать, поэтому вообще прям максимальный кайф. Вот вы сейчас должны перемотать это видео и составить себе план на неделю. Что, где, когда вы будете читать и изучать. Уже после этого в целом можно и пообщаться с SEO-шным комьюнити. Если вы из Украины, то записаться на различные там конференции, вебинары можно в телеграм-чате «Коллаборатор». Посмотреть последние инсайды и тенденции в области SEO можно в классном ТГ-чате SEO-база. Также Павлуцкий Александр, фаундер NX Agency, он довольно классно пишет там про менеджмент и SEO. Вот если бы сейчас у меня не было возможности найти первую работу, я бы начал с того, что 2-3 месяца там изучал разные гайды, интервью, посещал бы конференции, заводил полезные знакомства. И уже вот после всего этого создавал бы ради эксперимента сайт. Его можно создать совершенно бесплатно на платформе WordPress, чтобы была возможность потрогать все это, что я перечислил, вживую. Совет номер 2 – это развивайте свой собственный бренд. 95% людей не делают этого, и это ужасно. Вот для начала, вот если вы из Казахстана, Беларуси, Грузии, Украины, создайте свой собственный LinkedIn профиль. Если вы из России, там альтернатива тот же Хабр. Попробуйте написать статью на тему, которая вас действительно интересует. Например, если вы хотите стать PPC-специалистом, напишите статью на тему ошибки начинающего PPC-специалиста в 2024 году. Или пишите там, придумайте свой собственный кейс. Опубликуйте несколько таких статей на своем профиле. Либо создайте аккаунты на том же Medium, Dev2, Vocal Media, там на зарубежных каких-то площадках или на любой другой блог-платформе. И главное, это не забудьте добавить вот эти статьи в свое резюме. Например, для меня вот такой первой статьей стала статья в блоге Semalt, в компании, в которой я работал, на тему, как производителям извлечь выгоду из SEO-продвижения в 2022-2023 году. Можете считать, что это ерунда, но представьте себя на месте HR, который просто пересматривает десятки кандидатов, джунов без опыта работы, и тут видит среди них вас, человека, который там развивается, пишет статьи на тему, которая его интересует, у которого классно заполнен профиль, там какие-то исследования, в каких-то конференциях он участвует. Ну, естественно, это как минимум должно заинтересовать HR, рекрутера, и он вас запомнит среди десятка других кандидатов. Это просто из того, что настолько очевидно, но столько людей этого не осознают, что просто страшно становится. Как пример можете глянуть на мой профиль в LinkedIn и как я его заполняю. Это не является каким-то идеальным примером, но в целом мне действительно там раз в месяц, через месяц периодически предлагают работу в других компаниях. И все это в условиях такого глобального кризиса в IT, который мы сейчас наблюдаем, в том числе на фоне массовых увольнений. И, кстати, случайно во время написания там статьи на эту же тему я в свое время наткнулся на интересный там журналистский блог был по поводу того, что брали интервью у HR-ов, типа, на что вы обращаете внимание при поиске кандидатов. И 4 из 5 HR-ов там сказали, что
да, ну, типа, естественно, профиль, какие-то статьи бросаются в глаза. Это просто на уровне статистического факта. Совет номер 3 – это получайте опыт в смежных сферах и берите на себя побольше ответственности. Я думаю, все из нас задавали этот извечный вопрос, что а где найти работу, если везде требуют опыт работы? Ну, для начала попробуйте получить опыт работы в сферах, которые имеют низкий порог входа. Это может быть продажи, как в моем случае, это может быть customer support или копирайтинг. Вот это поможет вам развить такие навыки, которые полезны в маркетинге и обеспечат вам преимущество при поиске работы, потому что у вас уже будет какой-то опыт. Вот самое интересное, что это может произвести к карьерному росту даже в рамках одной компании. И у меня такие случаи были, в моей компании такие случаи были, у моих друзей такие случаи были. Вот опять же, как это было у меня. В свободное от работы время я просто постоянно пытался взять на себя побольше ответственности. Я там подходил к SEOшникам в прошлой компании, предлагал им помочь, вот надо ли какие-то несложные таски там доделать, напрямую обращался к клиентам, делал бесплатные какие-то технические мелкие правки по сайту, настраивал им Google рекламу, вот все вот это в совокупности, оно и формирует твой опыт и повышает ценность тебя как специалиста на рынке труда. То есть многие люди думают, что делать что-то бесплатно, нет, даже не по шевелению пальцем. Хотя по факту вы повышаете, опять же, ценность самого себя как сотрудника, чтобы в будущем уже другая компания платила вам больше зарплаты, потому что вы умеете это делать, вы это делали. Вот это такой довольно ключевой пункт. И, по моему мнению, это гораздо лучше, чем платные курсы, потому что так вы бесплатно получаете те же самые навыки. Берите на себя побольше ответственности, потому что компаниям тоже это нравится. Они смотрят на вас как на инструмент, с помощью которого они зарабатывают деньги. И если вы как инструмент можете делать больше, то эта ситуация вин-вин. Все выигрыши. Приведу реальный пример, который прекрасно иллюстрирует эту ситуацию. Примерно полгода назад в своей текущей компании я занимался подбором кандидатов на вакансию копирайтера. Из примерно 10 кандидатов прошло 2 человека. И со временем, когда они работали, там стало понятно, что один из копирайтеров, он просто выполнял свою работу. А второй копирайтер, он постоянно проявлял инициативу, работал с фидбэком, запрашивал обратную связь, улучшал свои навыки по написанию текстов. И по результатам 3 месяцев на одной из встреч команды уже я предложил дать второму копирайтеру возможность попробовать себя в контент-менеджменте. И сейчас он занимается подбором картинок, сборкой арта для нашего блога, прописыванием альт-тегов, сборкой страниц на WordPress. То есть, по факту, благодаря обычному проявлению инициативы, человек получил возможность вырасти от копирайтера, человека, который просто пишет текста под заказ, до полноценного контент-менеджера. И ровно так же в свое время я вырос из продаж в SEOшники. То есть именно для этого нужна инициатива. Для того, чтобы становиться ценнее. Теперь поговорим про инструменты и навыки, которые нужны для профессии SEO-специалиста. Одним из первых шагов в моем росте стало освоение именно этих инструментов, которыми пользуются другие SEO-специалисты. Еще на своей первой работе, когда я работал продажником, я очень много общался с коллегами из других отделов. Спрашивал, чем они занимаются, как они это делают, какие проблемы у них возникают в процессе. И главная штука заключается в том, что большинство людей любят, когда их слушают, но важно при этом не быть навязчивым.
В этом аспекте как раз коммуникация и soft skills решают все. И это первый навык, который необходим SEOшнику. Важно не быть мудаком, извините. Как при этом понять, что ты мудак? Но если с тобой не общаются люди с работы, помимо самой работы, либо если ты не хочешь с ними в целом общаться, потому что считаешь, что все в твоей компании недостойные, тупые, то, скорее всего, проблема не в них, а именно в тебе, дружище. Понятное дело, что SEOшник также должен знать и технические инструменты в том числе. Причем большинство из них можно попробовать бесплатно, либо в формате подписки, либо там есть функционал минимальный, которого хватает для работы SEOшника. Например, инструмент Moz. Он предлагает бесплатную подписку на 1 месяц. На СНГ рынок можно попробовать Serpstat с пробным периодом на 2 недели. Конечно же, Ahrefs, который я уже несколько раз упоминал в этом видео. С ним так вообще там есть целый список инструментов, которые можно использовать бесплатно. И вообще, Ahrefs это один из лучших инструментов для работы именно с забугорными сайтами. SEMrush, это ближайший конкурент Ahrefs, хотя он и отстает, тоже предлагает бесплатную подписку на 1 неделю. И в совокупности с тем, что вы создадите свой сайт, изучите базовые инструменты, обязательно также установите на свой сайт Google Search Console или Яндекс Webmaster. В зависимости от того, в какой вы стране и на какую аудиторию вы целитесь. Гайдов в интернете по установке и ориентированию в этих инструментах тоже навалом. Из действительно прикольных я могу посоветовать видео на YouTube-канале SEO-курс, Google Search Console, разбор от А до Я. Что касается поиска работы, то стоит начать именно с джуниор-позиций. В принципе, можно подумать и об неоплачиваемых стажировках, но это крайний случай. Все-таки цените себя и свое время, не ставьте себя в рабскую позицию. Такая вот первоначальная работа позволит вам получить какой-то практический опыт, который невозможно приобрести из курсов, понятное дело. Я сам, как говорю в начале, начинал свою карьеру именно продажником в компании и только потом уже вырос до SEO-специалиста. Подготовка к собеседованию является ключевым аспектом, я думаю, что это и так понятно. В моем случае я тщательно готовился, анализировал информацию о компании, их продукте, рыночной позиции, вызовы, с которыми они могут сталкиваться. Например, беря Retro Style Games, мою сегодняшнюю работу, я тщательно изучал их сайт и сервисы. Проанализировал через SEMrush, на какие рынки они работают. Причем это возможно сделать даже в бесплатной версии этой программы. Работу я искал всего через один из агрегаторов вакансий. Я выбрал тот, где по ощущениям меньше конкуренция за джуниор вакансии. Кстати, в Украине по ощущениям это Работа.ua. Она получше, чем Work.ua, LinkedIn или даже Genie. Вот, я разослал свое резюме около 10 компаниям. Из них 2 связались со мной через e-mail. Это были вакансии LinkBuilder, то есть тот, кто строит ссылки на сайт, и Junior SEO-специалист. Разговоры и переписки, они с HR-ами включали в себя в первую очередь, конечно же, подробные кейсы моих предыдущих проектов, что опять же нас отсылает к тому, что, имея минимальный опыт продажника в SEO-агентстве, гораздо проще стать SEOшником, чем просто человеку с улицы, потому что ты уже понимаешь специфику самого рынка. Несколько советов по прохождению тестового задания. Если вам уже удалось получить ответ от HR, это где-то 40% от всего успеха. И далее наступает самый ответственный момент, а именно прохождение тестового задания. Нам необходимо показать нашему потенциальному работодателю, почему именно мы должны получить предложение среди десятка других кандидатов. И, по моему мнению, вы должны потратить все свои силы, энергию, знания, экспертизу при написании тестового задания. В моем случае я
прям подробно описал свой алгоритм действий. Также промежуточные выводы по сайту, которые приходили ко мне. И ссылочку на свое тестовое я также оставил внизу в описании среди кучи курсов, подписок, ссылок, книг, рекомендаций и так далее. Поэтому обязательно загляните в конце видеоролика. Оптимальное время для написания успешного тестового задания это примерно 4-6 часов и более. Все может, конечно, значительно отличаться в зависимости от специализации, вплоть даже Link Builder или Junior SEO. Это два разных тестовых. Но учитывайте, что сейчас в IT в целом довольно существенное перенасыщение специалистами и джунами. Поэтому вы должны отличаться от других. Никогда не используйте АИшку, АИ-чаты для написания тестов. Пожалуйста, никогда. Если вы не промпт-инженер, который не создает свои собственные плагины, то можно легко понять по вашим ответам, вашим тестам, что они сгенерированы. Конечно же, в целом ChatGPT, Gemini, Copilot может выдать какие-то интересные идеи, но никогда не доверяйте АИшке на слово. То есть делайте факт-чекинг, проверяйте факты всех цифр, особенно если это касается аналитики. Так получилось, что за последний год мне удалось проверить где-то тестовые примерно 2 десятков разных кандидатов. Копирайтеры, контент-менеджеры в том числе. Выборка довольно мала, но мое чисто субъективное мнение, что где-то 70% кандидатов на нон-тех, то есть не технические специальности, типа SEO, они просто копируют тестовое в чат-бот и ожидают, что результат будет достаточно качественным, чтобы пройти собеседование. Но нет, к сожалению или к счастью, это так не работает. То есть старайтесь писать в своем тестовом живым языком от первого лица. Берите реальные кейсы, примеры из своего опыта, используйте для аналитики бесплатные тузы и тому подобное. Ну, если уж очень хочется, то рекомендую мой собственный плагин для ChatGPT 4. Да, там вам понадобится платная версия, там за $20 в месяц, можно там на один раз купить. Но это мой собственный плагин для упрощения АИ сгенерированных текстов. Просто закидываете туда свой сложный текст и после чего получаете на выходе что-то более простое и живое. Очень рекомендую. Собеседования и как на них можно себя вести. В принципе, как? Если вы прошли тестовое и перешли к финальным собеседованиям, то могу вас только поздравить. Далее все зависит от ваших софт-скиллов, умения переговоров, насколько вы можете вообще держать себя в стрессовых ситуациях. И тут уже, к сожалению, курсы не помогут. Прохождение тестового собеседования, это вообще финальный этап в получении работы. И в целом компании в айтишке выделяют даже из 10 кандидатов какого-то одного потенциально наилучшего, зачастую используя систему баллов. Оценка по баллам, прямо как в школе. В моем случае, благодаря предварительным подготовкам, исследованиям, я точно знал, что хочу от этой работы. И плюс-минус понимал, какие цели там передо мной стоят. Элементарно зайти на страницу компании, прочитать, что она делает, кого она ищет, что ей надо, перечитать страницу вакансий, на которую вы подаетесь, зайти в соцсети, подготовить там какой-то разговор с одним из бывших сотрудников этой компании, что он скажет вообще, почему он туда ушел. Узнать мнение со стороны в целом это не так уж и сложно в наше время. При прохождении собеседования я бы тут выбрал 3 основных пункта, которые надо держать в голове. Первое – это вам необходимо подробно расписать план того, о чем вы бы хотели рассказать на собеседовании. Это может включать в себя ваш собственный опыт, те проекты, которые наиболее релевантны к тематике компании. Например, компания Retro Style Games, в которой я подавался, ей были релевантные проекты, которые связаны бы были с игровой тематикой, пускай это даже казино, тоже iGaming. То есть подумайте в том числе о своих слабых сторонах, которые можно было потянуть перед собеседованием. И о каких слабых сторонах можно спокойно рассказать, потому что
Это один из самых часто встречающихся вопросов на собеседованиях. Расскажите про свои слабые стороны. Вот. Второй момент – это делайте ресерч культуры компании. Вот. Исследование компании, ее проектов, ценностей, отзывов бывших сотрудников. Все это поможет тебе понять, как ты можешь вписаться в эту культуру, внести вклад в успех этой компании. Надо ли тебе вообще в принципе вписываться в эту компанию, в которой ты хочешь работать. И третий момент здесь – это необходимо демонстрировать вообще уверенность в своих знаниях и в том, чего ты не знаешь. Тут лучше всего показать желание того, что ты готов учиться новому. Сравните просто сами. Сказать, что «Ой, я не знаю», или сказать, что «Да, у меня сейчас слабый опыт в этом, но я готов учиться и прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы стать лучше в этом». Ну, звучит же совершенно по-другому. Вечный вопрос – это стоит ли врать на собеседованиях или приукрашивать свои успехи. Мое личное мнение, что лучше не стоит, либо минимизировать это. Потому что все твои пробелы в знаниях обязательно вылезут, даже если не во время собеседования, то во время того, как ты начнешь уже свою работу. Вот. Хотя я лично врал на собеседованиях, но ничем хорошим это обычно не заканчивалось. В идеале стоит также подготовить там ответы на распространенные вопросы. Многие HR в целом используют стандартный список вопросов для всех кандидатов. В числе них это, например, почему вы хотите работать в нашей компании? Или расскажите о случае, когда вам пришлось работать под давлением? Или расскажите про свой неудачный проект. Какими профессиональными достижениями там на прошлых работах вы гордитесь? Особенно, как вы работаете в команде? Варианты карьерного пути в SEO. Какие они вообще могут быть? Разделение довольно условно, но в целом это либо работа на себя, либо фриланс, либо работа на агентство, либо работа на продуктовую компанию. На компанию работа SEOшника также называется in-house, домашняя SEO. Работа в агентстве – это, в принципе, отличный старт, если вы только начинаете. В агентствах вы сможете учиться у вашего большего количества опытных коллег. В сравнении с тем же in-house, в агентствах, скорее всего, там команда может быть сразу несколько десятков человек, а in-house SEO-команда это может быть там 2-3 человека. Вот. Но при этом в чем минус? В агентствах вы столкнетесь с меньшим количеством задач, с их меньшим разнообразием. Это позволит вам отточить опыт по конкретным задачам, но именно у вас не будет конкретного знания во всех сферах. Условно говоря, за год агентство вы вполне можете вырасти там из джуна в неплохого такого middle SEO специалиста по некоторым тематикам. Например, по сбору семантики, то есть по сбору ключевых слов, там, и по анализу сайтов. Это зачастую там такое комбо, которое встречается в агентствах. Что касается in-house, то это работа в штате компании. Это фокус на одном, либо там на нескольких сайтах. В принципе, в чем тут однозначный плюс? Это вам позволяет глубже вникать в какую-то конкретную нишу. Это позволяет глубже вникать в бизнес-процессы. То есть в целом вы, работая вот in-house, можете круто прокачать свой скилл в разработке долгосрочных всяких SEO-стратегий, SEO-планов. Вот. В in-house вы чаще работаете в каком-то теснейшем взаимодействии с другими отделами в компании, там, с дата-аналитиками, с сейлзами, со всем маркетингом, с промо и так далее. И в целом это вообще способствует более лучшему вспоминанию, пониманию всех своих бизнес-целей. Живой пример. Я сейчас вот работаю in-house, и я успел поработать даже со Steam, с движком Steam, с продвижением игр, с ASO. Я успел поработать с ссылками, я успел поработать с журналистами. Ну, в общем, это вдобавок ко всему тому, что включает в себя уже SEO. Там прокрутка рекламы и так далее, и так далее.
Вот, то есть такой подход в целом тебе поможет нарастить экспертизу в конкретной отрасли и улучшить, сильно прям прокачать твои скиллы менеджмента. В идеале, прям для такого комплексного опыта, я бы посоветовал одновременно работу в агентстве, там, условно говоря, годик, и работа in-house в отдельной компании. Вот тогда у тебя будет такое комплексное понимание процессов. Фриланс, в случае с фрилансом тут все просто, это свобода выбора проектов, клиентов, но требует от тебя нифиговой такой самоорганизации и навыков управления своим временем. Вот. Зачастую это работа на биржах типа Upwork или Fiverr. Вот. Сложность тут заключается в том, что всегда есть индус, который готов сделать то же самое, что и ты, но в 10 раз дешевле и примерно с тем же качеством. Вот, конкуренция очень бешеная, и сразу с нуля на фриланс я бы крайне не советовал идти. Там надо нарастить мощное портфолио, ну, то есть, может быть, что-то максимально уникальное, и что пойдет не по плану, и как бы уже ты несешь за это ответственность, а не просто компания, условно, которая занимается этим проектом. В общем, гораздо больше ответственности и сложности. Что касается работы на себя, вот, это также можно назвать вебмастером. То есть это отличный способ прям полностью контролировать свой доход, рабочее время. По факту это свой бизнес. Вот. Но при этом это еще более мегаконкурентный и сложный способ работы как SEO-специалистом. Вы можете там, грубо говоря, создать, продвигать свои собственные сайты, зарабатывать там на рекламе, партнерских программах, продаже собственных продуктов. Тут требуется, надо понимать, значительнейшие инвестиции своего времени и усилий на создание такого прям качественного контента, его продвижения. Но чисто в долгосрочной перспективе, если смотреть с обычной наемной работой, это может обеспечить гораздо более большой доход, пускай и менее стабильный. Последнее, самое вкусное, о чем мы поговорим, это средняя зарплата SEO-специалиста. Вообще, в общем и целом, тут все ранжируется от 4 основных факторов. Первый из них это страна, в которой вы живете, второй это ваш опыт, третий на какой рынок вы работаете, то есть это либо аутсорс, работа на зарубежный рынок, либо на внутренний. И четвертый фактор это ниша. Вот поговорим именно в случае, если вы работаете в СНГ. Если вы джун с опытом работы меньше года, то не стоит рассчитывать на зарплату там больше $600-800 в месяц. Особенно если ваше агентство работает на местный рынок. Вот, с опытом работы до 2-3 лет в целом в нормальной IT-компании, которая работает на аутсорс, можно ожидать зарплату до $1300-1500. Если работаете на продукт, там, в принципе, можно дотянуть до $1800-2000. Вот. Если это работа в iGaming, то есть продвижение казино-проектов, там в целом можно дотянуть и до 3. Дальше уже зарплата в целом увеличивается в зависимости от ваших менеджерских способностей. Условно говоря, Head of SEO, глава SEO-отдела, он зарабатывает больше, чем самый технический, нишевый SEO-специалист. Поэтому в идеале я бы рекомендовал вам учиться тому, чему вас не научит ни одна книга. Это управление людьми и проектами. К сожалению, тут учатся лишь на ошибках и потраченных бюджетах. Если вы топ-менеджер, то в разных SEO-агентствах можно рассчитывать на зарплату до $5-6 тысяч. При этом технических задач у вас будет явно меньше и гораздо больше менеджерских задач. Вот. Но ключевой момент, что дает вам SEO, так это нереальную прокачку ваших скиллов для развития своего собственного бизнеса. Условно говоря, если вы так или иначе когда-либо захотите создать свой собственный сайт, вы уже будете понимать, как работает эта система, как работают поисковые движки, как работают аналитики, как работает качественный контент, как его продвигать, какие ссылки ставить и так далее и тому подобное. Вот. Можно создавать свои собственные реферальные проекты. Там, например, перегонять трафик на казино за комиссию.
И там, в принципе, доход может ограничиваться лишь вашим умением SEO-шить и находить нестандартные решения. Но надо понимать, что эта ниша супер-мега конкурентная. То есть не думайте, что на вас будут сыпаться сразу мешки с деньгами. Надо уметь работать. Ну что ж, вот мы и подошли к концу нашего выпуска. Мы обсудили, что такое SEO, какие шаги необходимо сделать, чтобы начать свою карьеру SEOшника, какие есть варианты карьерного развития. Если вы хотите развиться в SEO, то прежде всего подсуммируем, что мы сегодня разобрали. Начните с бесплатных ресурсов, развивайте свой собственный бренд, получайте опыт в смежных сферах и проявляйте инициативу. И помните, что работа SEO-специалиста, она требует постоянной адаптации к новым трендам, изменениям в алгоритмах поисковых систем, то есть нашего любимого Гугла или Яндекса. Если у вас есть вопросы или вы хотите больше узнать о SEO, оставляйте комментарии под этим видео. Я всегда рад помочь и ответить на ваши вопросы. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, потому что это помогает алгоритмами. Ну и вдруг ваши друзья тоже захотят стать SEO-специалистами. До новых встреч!